Yeah, we're on air. Добро пожаловать, друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу встречу с Марком. Я буду помогать с переводом, и я признательна Марку, что он нашел время и возможность в живом эфире непосредственно с нами пообщаться. Я надеюсь, что здесь сейчас представители и первого потока Purpose Black Belt, и второго, ну, в крайнем случае, вы будете нас смотреть в записи, пожалуйста, каким-нибудь образом в комментариях к этому посту, где вы смотрите видео, поставьте какие-нибудь знаки, я буду знать, что вы в эфире. Да, вот я вижу 4 человек, которые смотрят это видео, и как-то обозначить, я буду знать, кто сейчас с нами. I just introduced you. Thank you. And organize the procedure. Да, я понимаю, не проблема. Отлично. Отлично. Круто. Ага, вот вижу людей. Спасибо огромное. Значит, как это будет происходить? Я сейчас уйду с картинки, я останусь голосом переводчика за экраном. Я напоминаю, что я не профессиональный переводчик, и если что-то вы знаете и понимаете лучше меня, можете писать в комментарии. И у нас будет примерно час для того, чтобы мы ответили на самые разные вопросы. Я буду озвучивать Марку ваши вопросы и комментарии. И, ну, таким образом как-то мы сладимся потихонечку. People say, hi, Mark. Hello, Mark. Привет. Tell me about people as well. What if you know the group, what is the sort of section? Is it mostly people in Moscow? What are the professions? Can you give me some idea of the group? Марк попросил немножко рассказать о группе. Значит, я тогда скажу про второй поток, который заканчивает на этой неделе. Вот и первый поток тоже к нам присоединился. Давайте писать комментарии прямо вот здесь в Фейсбуке. У меня здесь открыто, я их вижу. So, who are these people? Mostly they do some private practice in somatic field, in PR, public relation, in other type of working with people. And so what else? What are you interested in? They're from different places, mostly from Moscow, but not only Moscow, different cities and Kazakhstan. Couple people from Kazakhstan. Cool. And can I see it? I'm just getting used to Google Hangouts. I'm wondering if there's a way to see like who's on the call or anything like that. Okay, no problem. So, questions. Shall we just dive in? И сейчас я уберу себя с экрана. Hello? I can't hear you, William. Yeah. I tried yes, camera off. Okay. Yeah, so I can not see you anymore, but I can still but hear you you. Can listen me. Итак, давайте начнем с вопросов. И если у вас есть вопросы, задайте их, пожалуйста. Нет, так не работает. Задайте их, пожалуйста, в комментариях. I ask people for questions. Okay. Maybe you want to say something for them while they prepare the questions. Generally, well, we just finished the second year of Purpose Black Belt in the UK, so we're just maybe 2 weeks different from you guys. Примерно 2 недели назад Purpose Black Belt второй поток закончился в Великобритании, такая международная группа. And the course is quite similar, so you understand the course with the 4 belts, etc.
Да, и программа мало чем отличается, но, по крайней мере, по своей структуре и основе от того, что делаем мы здесь все вместе. And also sometimes it's not till sometime afterwards we see results. So some people that just started making some projects or won some awards from things they did last year. И иногда люди, ну, то есть некоторые участники не обязательно начинают какой-то новый проект, иногда они просто уточняют и находят какие-то новые слова для того проекта, в котором они уже работают. And we have a lot of life coaches, yoga teachers, body workers, different things like this, particularly. Вот в этом потоке в Великобритании было много преподавателей йоги, коучей, соматических специалистов, вот такие But же also примерно. some unusual things, like one girl is an expert map maker. What maker? Map maker, kata. Ага. Ну вот из удивительного в этом потоке была студентка, которая занимается тем, что разрабатывает карты или что-то, ну, специалист по картам. Такие Cool. So географические. what questions do we have? Ребят, пишите вопросы, и мы будем на них отвечать. Mark, maybe the request from me. Could you say more about kata? Yeah. So the purpose of the kata. Значит, я спросила про кату, потому что я видела эти вопросы. Итак, основная задача каты. Зачем она? Okay, is to develop your embodiment. Это развитие нашей телесности. So hopefully this is not a new idea. И надеюсь, что для вас это не какая-то новая идея. So the basic idea is that we can know things in our head, but unless we have that in our bones, we're going to sabotage ourselves. Идея состоит в том, что когда у нас есть просто какая-то идея в голове, и она не укоренена в теле, нам это проще саботировать и проще не делать. So our habits run our lives. И наши привычки побеждают. And sometimes those habits are going against the way we're going, and sometimes we can direct them towards the way we want to go. И когда мы получаем возможность управляться с привычками, тогда мы иногда привычки, которые у нас уже есть, мешают нам, а иногда мы можем направить наши привычки таким образом, чтобы они поддерживали нас в наших устремлениях. So the purpose of the kata is to help us align in a useful direction, and also just to remind ourselves of certain things. И задача каты как бы выстроить нас в том направлении, в котором мы хотим двигаться, и поддерживать нас на этом пути. And it's consisting of different parts of something called embodied yoga principles. И эта ката выстроена на позах, которые развиваются в таком подходе, как принципы embodiment йоги. So I do this a lot, but I do it myself more freestyle. Я делаю это сам, но я делаю это в такой более свободной форме. So I don't want to answer questions which are like, at 3.2 minutes into the video, what are you doing at this point? Because I won't be able to answer that. И, возможно, если у вас есть вопросы там по каким-то конкретным позам или еще каким-то образом, проще будет, ну вот, взять просто видео и сказать, что вот на этой минуте я не понимаю, да, на этой минуте каким образом. The important thing is you understand the basic principle behind it. Гораздо важнее, ну, то есть такие вопросы тоже возможны, но самое главное, чтобы вы понимали основные принципы, которые стоят за этой практикой каты. Okay, so what questions do you have about it? The question, it's personal question. How do you keep a regular embodiment practice? Because it's one of the students, it's really hard to build it into regular life. Yeah. Well, if you have a practice like the kata, which you don't need any equipment or other people for, I think it's quite easy.
Если вы выполняете практику, например, такую, как ката, которая не требует никакого специального оборудования или других людей, то поддерживать ее регулярность довольно просто. It's much harder to get to an Aikido class, for example. Да, это, например, пойти на класс айкидо гораздо сложнее. One thing I like as someone who travels a lot is I can take this embodied yoga practice when I'm traveling, just do it in a hotel room. Да, и когда я путешествую, мне легко это делать, например, в отеле. But looks like the question is about how to implement it into your life, how to keep on this. Sure. Well, it's like, how do you brush your teeth, or how do you have a shower? И это, ну, такой же вопрос, как заставить себя, как приучить себя регулярно пользоваться душем или чистить зубы. So, because you see the value of having a shower, so you make time. Если вы видите ценность того, что вы принимаете душ, то тогда вы находите на это время. I mean, it only takes 10 minutes for both the form or a shower. They both take 10 minutes. И то, и другое занимает примерно 10 минут. Ну, it's more important than washing, so just stop washing. Ну, или попробуй, это как-то гораздо важнее, чем утренний душ. Просто перестаньте умываться и замените это на кату. But it is interesting, there can be some resistance to it. Да, и интересно, что если вот, что мы можем почувствовать в этом месте какое-то сопротивление. So I think it's important to remember your motivation. Поэтому мне кажется важным помнить о своей мотивации. And also to really take time to notice the benefit it gives you. И также важно обращать внимание на те, может быть, маленькие бенефиты, плюсы, которые вы получаете благодаря этой практике. And sometimes it's just about establishing a discipline, because once you've done it regularly for some time, it becomes very normal. It's just a discipline. Но иногда это просто вопрос дисциплины, и здесь помогает, если вы просто договариваетесь с собой, в какое время регулярно вы это делаете. Yeah. And if it doesn't benefit you, don't do it. Потому что если вы не получаете никакой пользы, не отмечаете, что вы получили какую-то пользу, у вас нет причины это делать. Do something else. One more question about kata or some sort of embodiment. What practice can help to keep my goal? Not to think a lot, but to do. Yeah. Okay. So you want the embodiment practices which are focused and have a forward direction. Для этого нужны embodiment практики, которые тренируют фокус, которые используют фокус и направленность, сохранение направления. So if you go to YouTube, you can look up entering posture, and I filmed a video in the Ukraine, and it's in Russian and in English, and it's me doing this entering posture. И, например, на YouTube, ну и на самом деле у нас в Кате есть вот это вот поза, ну как бы проникновение, да, движение вперед. И есть видео на YouTube Embodiment Yoga Principles с переводом, где тоже можно посмотреть, как это, например, поза выглядит. Yeah, and it's also warrior posture, warrior 2 classical yoga posture is very good for that as well. И классическая поза воина из йоги тоже очень хороша для этого. Another good practice is walking with intention. So walking straight ahead, not looking around or looking at the birds, but really walking straight, like Moscow walk. No. Details. Bit different. Еще очень хорошая практика, и я тут абсолютно солидарна с Марком, просто направленная ходьба, когда вы идете в четко выбранном направлении, не отвлекаясь, не сворачивая, а вот прямо видя перед собой точку, к которой вы движетесь. What's the difference between that and Moscow walk? Tell me, I'm curious. People in Moscow don't look at the aim, at the goal. Okay, they look down. Yeah, okay, so looking dead ahead. Nice, okay, cool. Does that help? Помогло ли это? Да, да. Other questions? Working with the project, very often it's necessary to be both focused, yeah,
and on some specific things, to be focused on some specific things, and on the whole project. Yeah. How to do it in the body. Yeah, it's a good question. Twice. Хороший вопрос. So we need to be able to switch, right? То есть нам приходится переключаться. So actually you can't do both at once, but you can switch easily. Потому что на самом деле, ну вот одновременно и то, и другое практически не удается. Фокус в том, что мы быстро переключаемся. So this is where the kata has some different possibilities and to get you used to switching. Собственно, поэтому ката предоставляет разные возможности, чтобы мы учились переключаться. So we're not caught in either the detail or the big picture. Да, то есть, чтобы мы могли и какие-то маленькие детали видеть, такой вот это вот, я сейчас делаю позу. Is it right? Yeah. И. Да, big вот. picture's like, hey. Да, такая очень такая маленькое пространство между пальцами, такое фокусирование, да, и большая картинка, когда я вижу все остальное. Yeah, and we have a personality pattern. Like I tend to be more big picture. My translator Julie is very detail oriented. Yeah. И, например, у каждого из нас есть какие-то персональные предпочтения. Например, Марк предпочитает видеть картину целиком, видеть большую картину, а Юлия, наш переводчик здесь, она очень привязана к конкретике, конкретным деталям. Or Catherine, who runs, she's the manager of Purpose Black Belt in England. She's very good with the details, so we're a good team. Или, например, Кэтрин, менеджер Purpose Black Belt в Великобритании, да, она тоже так очень пристально вглядывается в детали, очень внимательно, и поэтому Марк и Кэтрин хорошая команда. And the same here with me and Ina. Cool, yeah. So you should be designing your teams based around this. Да, и в этом смысле вы можете выстраивать свою команду, понимая вот эти вот сильные стороны, которые дополняют друг друга. And even if you're independent, you're still making some partnerships, right? Даже если вы работаете самостоятельно, вы можете найти какого-то партнера, который будет дополнять ваш любимый паттерн своим любимым паттерном, и вы будете более, так сказать, совершенны. You don't need to be excellent at everything in the kata, but you do need to be good enough. Вы не обязаны замечательно, превосходно справляться со всеми позами каты, но вы должны быть достаточно хороши. Another question. I started doing kata in freestyle as well, listening to what my body wants. Would you recommend sticking to the routine you made specially for PBB for now, or freestyle is just fine too? Good question. Жанат, спасибо, что написали на английском. Спасибо большое. So I'm going to give a slightly complex answer, so listen carefully. Марк сейчас даст немножко сложный ответ, поэтому слушайте внимательно. Okay, so in all embodiment work, there's two possibilities. Вся embodiment работа содержит в себе две возможности. We could say form and freedom. Мы их называем форма и свобода. Both have a benefit, both have a risk. У обеих возможностей есть свои плюсы и есть свои риски. So usually in embodied work, and it might be yoga or aikido or anything, we start with form. Часто телесная работа и embodiment работа, например, йога или айкидо, начинается с формы, с изучения освоения формы. The benefit of form is it gives us discipline to do things that are not a habit. Прелесть и достоинство вот такой соблюдения формы заключается в том, что она прививает дисциплину, и она вырабатывает что-то другое, чем привычки. Да? Because if you just leave people to their own devices, they just deepen their neurosis. Да, потому что если, например, оставить людей с их собственными девайсами, то они очень быстро превратятся в невротиков. I mean, it's actually very simple. Like I'm using my right hand to drink. И это простой пример. Например, я использую свою правую руку для того, чтобы взять бутылку и выпить воды.
So if I went to the gym and I said, oh, I'm going to lift some weights, and I just use my right hand because that's habitual. Да, и когда я иду, например, в зал и начинаю тренироваться, и я начинаю тоже привычно использовать и нагружать правую руку. Then I get very out of balance because I'd have a very big right arm but a very weak left arm. Да, и это приводит к такому дисбалансу. У меня будет очень большая правая рука и очень дохлая левая. So we do the same thing emotionally. То же самое происходит с эмоциями. So you become very good at being tough or funny or clever or nice or whatever your particular pattern is. Например, наш привычный паттерн, или мы считаем здорово, если мы сильные, или если мы грубые, или если мы милые, или если мы радостные. So the danger of just doing what we feel like is that the other capacities just wither, and we're actually just deepening our neurosis. И опасность вот такого, например, привязанности к каким-то эмоциям заключается в том, что мы ограничиваем свои возможности в переживании чувств. This is the benefit of having a kata. И в этом польза использования каты вот как формы. The problem with a kata is it can get a little rigid. Проблема каты и любой практики формы заключается в том, что она делает нас чуть более ригидными. Или может Also, делать it's not targeted. It's not Targeted. Она не привязана к какой-то цели. So, for example, yesterday I was filming some videos and I didn't do the whole kata. I just did one piece of it that I knew would be most necessary. Например, вчера я записывал видео, и для этого, готовясь к этой работе, я делал не всю кату, а делал только одну позу, которая необходима была мне в грядущем дне. Or I might change one piece, or extend one piece, or shorten one piece. Я могу изменить какой-то кусок каты, могу удлинить, больше времени потратить на какую-то позу меньше. So this takes some mastery because you need to know all the possibilities and different variations. И это повышает наше мастерство, потому что через форму мы обнаруживаем и изучаем различные возможности, и когда мы уже достигаем какого-то уровня понимания и мастерства, мы можем начать варьировать различные возможности в зависимости от той цели, которая нам сейчас нужна. It also takes some honesty because I'm doing the thing that I need, not the thing that I feel like. It's different. И это требует некоторой честности, чтобы делать то, что мне нужно, а не то, что мне нравится. No, because everybody likes the smell of their own shit. Потому что мы все любим только то, что нам нравится, и не любим то, что нам не нравится. Okay. Now this is a complex answer because there's one more possibility. Да, и это такой сложный ответ, но есть еще одна возможность. So this is a true, we could say, freedom practice is when you're following a deep inclination in the body. То есть это было про форму. То, что мы называем свободной практикой, вот что здесь важно, да, что оно следует из такой глубинной потребности вот всего нашего нутра. And this is something like an authentic movement practice or a 5 rhythms practice, if you come across these. Да, например, такие двигательные практики, как 5 ритмов или аутентичное движение, вот они идут из они не имеют формы какой-то определенной, но движение происходит из самого нашего нутра, из нашей глубинной потребности двигаться именно так. And this is allowing the natural process of the body to unfold. И это запускает естественный процесс нашего тела, разворачивает естественный процесс нашего тела. So, for example, grief is like this, or sex is like this. Жизненные такие примеры такого разворачивающегося честного процесса, например, это горевание или секс. So this is where we're supporting a natural unfolding. Это то, где мы поддерживаем естественное разворачивание процесса. So when someone says they're going with the flow, I would ask, does that mean they're just going with neurotic habit and being ill-disciplined, or does it mean this deeper process?
Да, и поэтому, когда люди используют такое устойчивое выражение, хорошо известное, «я в потоке, я следую за потоком», то сразу возникает вопрос, вот то, что ты делаешь, это следование твоей привычки, ты всегда так делаешь, или это то, что с тобой сейчас естественным образом происходит? So I'm sorry that was such a complex answer to what seemed like a simple question. Да, я прошу прощения за такой завернутый ответ, но это действительно не самый простой вопрос. Makes sense? Жанат, есть ли польза от этого ответа? Okay, next question. I know the phrase. It's easy to keep to be calm in calmness, and it's hard to keep calm in movement. And it's that I really need to be calm in movement. How can I practice this skill? Okay, so my one-word answer to almost every question is practice. Мой ответ практически на все вопросы – практикуйте. What does it mean? So specifically, what is the situation where you can develop this skill? Ну вот если переходить к конкретике, да, какова та самая ситуация, в которой вам нужен этот навык? Or any other skill? Или любые другие навыки. So I'm answering this question more broadly for other people that may have a different challenge. То есть я буду отвечать чуть шире, и просто люди могут найти ответ в него в разных ситуациях. So, for example, it might be going on the metro. К примеру, это может быть метро. I was on the Russian metro yesterday, no, 2 days ago, and it was, you know, a lot of movement and quite busy, but still it could be an interesting place to keep calm. Например, пару дней назад я был в метро, это очень много движения, жуткий трафик, куча людей, но при этом это интересное место, где я могу пробовать оставаться спокойным. If you're doing this every day, then this could definitely be a place to practice. И если вы едете на метро каждый день, то это определенно подходящее место для практики. Вот именно это. It's good because if you're doing it every day, it's repetitive. Practice should always be recurrent. Это хорошо, если вы что-то делаете каждый день, потому что вы повторяете одну и ту же практику и развиваете один и тот же навык в одних и тех же условиях. Where it's not so good is you can't control the variables too much. Потому что когда мы практикуем, это не очень хорошо, когда мы не можем контролировать и управлять различными переменными, которые влияют на сам процесс практики. In a martial arts, for example, you could practice the same thing, but with more control of the variables. Например, в боевых искусствах можно практиковать то же самое качество в более устойчивых, в более неизменных обстоятельствах. And you know, you can practice centered walking. You don't have to be still when you're practicing centering. Например, вы можете практиковать центрированную ходьбу. Да, то есть можно практиковать центрированную. My Aikido teacher does not practice centering. He says all Aikido is centering because you should always be moving in a centered way. Да, или, например, учитель Марка айкидо говорил о том, что мы не занимаемся специально центрированием. Да? Все айкидо – это практика центрирования, а это практика движения. It's interesting perspective, Havila. You know, we deal with this centering. He says, "Oh, I don't do that. It's all centering." Interesting perspective. Да, интересная перспектива. Yeah. Does that answer the question? Татьяна, дайте знать, получили ли вы ответ на свой вопрос. Двигаемся дальше. Okay, Valentina is also EFC student, and it's her question. I like to practice with Bokken, and my right hand start to be stronger. And maybe that's why I start to practice with left hand. Is it possible?
I've heard that there are very hard rules for this, and so I hesitate why to. Yeah. Okay, several points. First of all, with the bookend, the right hand is forward and the left hand is back. Значит, давайте посмотрим на бакен внимательно. Значит, I'll explain for other students. Бакен – это деревянный меч, который используется для тренировок в различных видах боевых искусств, в частности, в айкидо. So, say it again, please. So, historically in Japan, everyone was right-handed. You weren't allowed to be left-handed. Исторически в Японии было запрещено делать это левой рукой. I think it was the same under communism for some time. You had to да, и может быть, то же самое было у нас при коммунизме. In England, okay. It's also because the heart is slightly bigger on the left. So if it puts your heart slightly further away from your opponent. И в этом есть некоторая логика, потому что когда мы направляем, держим бакен правой рукой, или у нас правая рука, если мы держим двумя руками, и правая рука у нас впереди, да, то мы в движении, мы как бы немножко отодвигаем левую часть тела. But actually, the left hand should be doing, this is a very technical thing. The left hand should be doing the work. The right hand is just guiding. It's quite soft. The left hand is the one that's actually holding it. Да, но даже вот при таких ограничениях мы можем нагружать левую руку за счет того, что левая рука совершает движение, а правая просто направляет, куда это движение идет. So if you want to do it the traditional way, it's always done on one side. То есть, если вы предпочитаете делать это, следуя традиции, то вам нужно делать это таким образом, правой рукой. But if you want to be more balanced, yes, you could use both sides. Но если вы хотите, благодаря этой практике, стать более сбалансированным, то да, вы можете это делать обеими руками. A nice practice, I will do it one-handed, where I would just cut up and down the center line. And if you do it one-handed, it takes quite a lot of control. It's a nice exercise for strength, but also for really finding this line. So I'll do 30 on one side and 30 on the other. Да, или Марк рассказывает, что иногда он делает так, для того, чтобы удерживать направление, натренироваться удерживать направление, он, соответственно, держит меч в одной руке, он делает 30 взмахов одной рукой, 30 взмахов другой, и, потому что эта практика требует очень большой концентрации и внимания для точности движения и направления. And actually, I will speak on the phone to clients while doing backhand cuts. They don't even know I'm doing it. Иногда Марк разговаривает с клиентом, они могут, значит, и продолжать работать с бакеном. So I'm speaking on the phone with a headset like this, and I'm just doing some gentle cut, not all the time, but like one or two when I need to find this feeling. Да, и иногда для того, чтобы вот найти это ощущение, да, я могу вставить наушники, гарнитуру и говорить с клиентом, и сделать одно или два мягких движения, просто чтобы создать в себе вот это вот ощущение большей направленности. But this is quite a specific question, so maybe it's not so relevant to most of the group. Да, такой очень специфический вопрос, может быть, он не для всей группы будет интересен, но тем не менее. No. I think it's quite interesting how we can use different opportunities to develop the quality. Okay, yeah. So it's another example of using a tool to develop a quality. Да, и вот то, что мы сейчас обсуждали, работу с мячом, это еще один пример, как мы можем использовать различные предметы для развития как того или иного качества. So your tool could be like a ribbon that you dance around with. Может быть, ваш предмет – это резинка, вокруг которой вы скачете. It would develop a different quality. И это будет развивать какое-то другое качество. Еще вопросы? It needs some time to write them. Yeah, no worries. Apparently in England at the moment it's 30 degrees, so I'm missing summer. Марк говорит, что он скучает по лету, потому что в Великобритании сейчас внезапно 30 градусов тепла.
Yeah, Everyone maybe is, later. my colleagues are sharing embodied techniques to stay cool. Его коллега поделился техниками, как оставаться, как не запариться в жару, оставаться в прохладе. Because for us, 30 degrees is like crazy hot. That's like crazy hot. Потому что для них 30 градусов тепла, это они умирают, это для них абсолютно сумасшедшая вещь. Okay, other questions? Ага. I know that I need to develop more water element. What would you recommend? Oh, so many possibilities. Vilya, you know, why don't you answer? Saves on translation. Для этого есть огромное количество различных возможностей, и Марк делегировал мне, ну, как бы, чтобы не тратить время на перевод, право ответить на этот вопрос. Опять же, в зависимости от того, какое именно качество воды вам нужно, что вам нужно. Отпускать, принимать, быть мягче, больше вступать в контакт. Вы можете использовать ту или иную практику, если, например, если вам нужно больше принимать, да, и больше слушания, вы можете обращать внимание на то, сколько времени вы разговариваете с собеседником, и просто ставить перед собой задачу, что сейчас я со следующим собеседником я не буду говорить, я буду слушать. It's about listening in communication. Вы можете использовать различные телесные практики, в которых есть некоторая плавность или мягкость, или отсутствие резкости, да, такая текучесть. Большое количество танцев про это, большое количество каких-то парных практик про это. Может быть, вам нужно научиться водное качество, скорее про отпускание. И у нас есть часть каты для этого. Just let him go. Так что огромное количество различных вариантов. И, если я правильно помню, какие-то варианты на первом поясе мы обсуждали. Можно просто вернуться к той информации. Seems like you gave some possibilities, yes? Yes, posture, letting go posture, fluid yoga practice, fluid walking, relational practices, listening. Question. What if I will do kata in my mind? if I have no opportunity to do this with the whole body? Yeah. It's a wonderful question, wonderful question. Отличный вопрос. So first of all, normally we have an opportunity, right? There is normally some little piece of space we can find in the day with some room. Ну, обычно в течение дня у нас есть все-таки какое-то хотя бы маленькое место, где мы можем что-то сделать. But let's imagine you're a prisoner and you're chained up. Ну, представьте, что вы в тюрьме и в кандалах. Yeah, you can do it in your mind. Да, вы можете это делать в голове. And actually, you never just do it in your mind. Whenever you imagine something, you engage motor nerves. Но правда в том, что даже когда мы что-то представляем, мы не делаем это только в своей голове. Если мы представляем какое-то движение, мы активизируем моторную кору и моторные функции. Actually, this is why when we dream, when we're asleep, we have a special mechanism that paralyzes us. Да, и именно поэтому, когда мы спим, у нас есть такой специальный механизм, который нас немножко парализует. So only your eyes move. It's the only thing it doesn't affect is your eyes. This is why when we dream, our eyes move. Да, и этот механизм не влияет, например, на глаза, потому что, ну вот вы знаете, когда мы видим сны, мы двигаем глазами. And it doesn't work 100%. Like if you ever saw a dog like chasing rabbits in its sleep, you know. И это не работает на 100%, потому что если вы видите, как собака гонится за кроликом там, во сне. Or maybe your wife is making some funny movements when she dreams. My wife does this sometimes. Да, или там иногда во сне мы все-таки что-то телесно делаем, да, там жена Марка танцует иногда во сне. But usually those movements are quite subtle. И иногда эти движения очень маленькие. So if you look at the computer now, если вы посмотрите сейчас на компьютер, and I want you to look at Vilya and just imagine kissing her on the nose. Значит, вы можете посмотреть на меня, пока я говорю, и представьте, что вы целуете меня в нос. So don't do anything, just imagine it.
Не делайте ничего, просто представьте. Okay. And notice what happens in your body. Like my lips started to move. I couldn't stop them. Да, и вот Марк тоже представил и заметил, что его губы начали двигаться. You may feel the weight coming in your chair forwards. Да, вес как будто переносится немножко вперед и направляется в грудь. Ну вот это у Марка такая была реакция, у вас другая, возможно, была. So yes, if you are in a straitjacket and you really can't practice, this is a possibility. Да, то есть если вы в смирительной рубашке, у вас все равно остается там небольшая возможность практиковать это. And it's good to practice big first. Но лучше сначала посвящать много времени вот такой большой практике. You can start to make the movements smaller. И если вы уже достаточно способились, вы можете начать сокращать диапазон движений, делать движения меньше. So look up micro poses or micro postures on YouTube, and you'll see that you can take any one of the big postures and make it little. В YouTube у Марка есть ролик про микропозы, вы можете его посмотреть, и вы можете увидеть, как, ну, как бы, как это можно делать в таких небольших размерах. I took my camera off just because my battery's almost run out on my iPad. Сейчас Марк выключил камеру, потому что у него iPad разряжается. Any one of the postures you can do just in a very small way, which is very practical for applying it. Если вы умеете делать эти позы, то вы можете делать их очень небольшими и очень такими прагматичными, целенаправленными. Окей, спасибо. De nada. Another question. No. Is there any special embodiment practice for self-care and self-support? Yeah, I'll have to turn my camera back on. Сейчас Марк включит камеру и покажет. Self-love practice. Это практика любви к себе. It's part of the kata, yes? Это часть каты, ну, или может быть частью каты. Я покажу. I will see. Yeah, self-support, also just standing. Say it again, please. For self-support, also just standing or sitting, so you're not leaning on the chair. То есть для самоподдержки тоже оказывается важно делать это стоя или ну, как бы сидя вертикально, не... Yeah. So every time you sit or stand on your own, you're giving yourself the message you can self-support. Каждый раз, когда вы стоите или сидите более ровным образом и делаете это для себя, вы посылаете самому себе сигнал, что вы можете себя поддержать. When children first do this, they're really pleased with themselves because it's kind of a little miracle, you know. Когда дети делают это в первый раз, они пытаются себя поцеловать, потому что это, ну вот, как зеркало работает. Yeah, and children will actually push their parents away, and they're like, I can do this on my own because it feels good, you know. И дети часто отталкивают в этот момент родителей и говорят, я сделаю это сам, потому что это очень хорошо переживается, очень хорошо ощущается. Can I show this pose again? Yeah. It's a self-love pose. Смотрите, то есть, ну, вы просто обнимаете себя и даете себе время таким образом посидеть, не знаю, подышать, чувствуя руки и поддержку спины и объятия. Usually in self-love pose, close your eyes a little bit. Close your eyes and dip your chin. Полезно в этой позе закрывать глаза. And then standing pose is like mountain pose in yoga. That's like standing upright. So she's really asked about two different poses. Есть еще одна поза в йоге. Эта поза называется поза горы. Такая вертикальная стоячая поза. И она тоже очень, как бы, на поддержку себя очень хорошо работает. То есть встать с дивана иногда придется, ну или, по крайней мере, поменять позу. I want to really emphasize self-love, because that's really like self-love, self-care. This is really the foundation. И мне хотелось, Марк говорит, что ему хотелось бы подчеркнуть вот эту вот любовь к себе, поддержку к себе, заботу о себе, как самое важное, как самое главное. I think culturally it's not done very well here either.
потому что в культуре это не очень хорошо присутствует, особенно в наших условиях, в наших российских. You agree, Billy, or not? Yeah. No self-care, no self-support, no self-love. Yeah, and those two things. So one idea is actually loving yourself, and the other idea is not being a victim, being able to stand on your own. Like they're two related capacities, but they're different capacities. И в этой теме возникают две взаимосвязанные возможности, или две связанные с ней возможности. Первое – это относиться к себе с заботой и любовью, и это первая часть. И вторая часть про то, что я могу это сделать, да, то есть я сам, то есть вот эта вот вертикальность здесь оказывается важной. So, is there any techniques for everyday work for to develop awareness of some tense or limitation in my body? Yeah, I mean the key one is to regular body scan meditation. И, Татьяна, отвечая на ваш вопрос, первая и самая базовая практика – это регулярно делать медитацию сканирования тела. Она у нас в программе есть, и видео, и такое есть. But any body awareness practice like yoga or tai chi or anything else is helpful. Или любую другую телесную практику, которая включает осознанность, йога, тай-чи, вот они как раз к этому очень внимательны. We do need to keep coming back to this because the culture does not support it. И нам все время нужно к этому целенаправленно возвращаться, к этим практикам, потому что в обычной жизни, в культуре это не поддерживается. Нам нужны некоторые дополнительные усилия, самостоятельные. Something else? Lots I could say. That's the foundation, but the main one is to have regular body awareness, meditation, and moving practice. Да, то есть это такая самая основа, которая развивает. I think it's important to have a sitting and a moving practice. Say it again, please. I think it's important to have actually three things. You need a sitting practice, a movement practice, and a relational movement practice. Да, и смотрите, получается, что по-хорошему, вот если мы прям в это погружаемся по чесноку, нам нужно 3 вида практики. Нам нужна практика, в которой мы сидим, нам нужна практика, в которой мы двигаемся, нам нужна практика, в которой есть взаимоотношения с другими людьми. But of those, the most important is the meditation. Но вот для развития всего этого самое главное, конечно, практика медитации. What else? Is it necessary, for the same question, is it necessary to to pay more attention for places, some problem part in my body, or it's enough just body awareness? Why would you want to pay more attention, and what did she mean by problem? Это зависит от того, что мы хотим. Зачем нам нужно было бы уделять больше внимания каким-то проблемным частям? There's a really long answer to this question, but I think we don't have time. Да, это действительно длинный, долгий вопрос, и у нас немножко сейчас на это времени не хватит. Can I answer in short in Russian? Sure, and pay attention to there's also the possibility of the practice of paying more attention to pleasure, which I think more Russians would benefit from. Ну вот Марк добавил, что это сейчас я вольно переведу. Это очень по-русски обращать внимание на работу, больше внимания уделять именно проблемным частям в теле или проблемным зонам, и не уделять внимания тому приятным ощущениям в теле. Да, можно пробовать использовать и развивать вот эту практику, где мне сейчас в теле хорошо. Но если ваша задача, там, например, работа с болью, тогда да, это другая практика, и есть много видео, которые показывают, как это делать. Если нужно, я подскажу, Татьяна. And there are practices where we investigate a difficult area and make some dialogue with it, like a focusing practice.
И, например, есть практика фокусирования, в которой мы уделяем больше времени каким-то зонам, ну, не знаю, там, не то чтобы проблемным, да, которые нас как будто о чем-то спрашивают, и мы вступаем с ними в диалог. Thank you. Another question. What would you recommend to a person as a simple first pose to start, with, to someone who is completely body unconscious and meditation is not an option? Good question. Отличный вопрос. Well, you could take them dancing. Вы можете позвать его на танцы. You could seduce them. Вы можете его соблазнить. You could fight them. Вы можете с ним вступить в битву. I mean, I'd be looking at what their motivation would be first. И я бы смотрел, какая мотивация здесь в первую очередь. It depends what kind of person they are, what they like. В зависимости от того, что это за человек, что ему нравится. You know, for example, I was teaching at a seminar on yoga and beauty. К примеру, Марк периодически ведет семинар «Йога и красота». And there was all these beautiful young girls who wanted to be more beautiful. И там на этом семинаре, вот он неделю назад делал в Москве, была куча уже красивых девушек, которые хотели бы стать еще красивее. And actually, they were very open-minded, very easy to work with. Ну, на самом деле, они были довольно открыты, с ними было легко работать. It wasn't a difficult day work. Не было сложной работы. And this was the Trojan horse. For them, the Trojan horse was beauty. Но при этом Марк сделал embodiment работу. И троянским конем, на котором он въехал в тему embodiment конкретно для этих барышень, была тема красоты. For me, when I was a young man, it was I wanted to be a tough guy, you know. А для него, в его опыте, когда в молодости, это была тема стать более сильным. So for me, it was martial arts. И поэтому, собственно, Марк пошел в боевые искусства. And normally people pick something quite strong when they're not very body aware, quite strong sensation. Иногда люди отмечают очень сильные ощущения, вступая на путь какой-то практики. Like this is why quite extreme forms of yoga are quite popular, like hot yoga, for example. И это вот именно сильные ощущения помогают им как бы включиться, да, потому что, например, там бикрам-йога или там аштанга-йога, да, вот они про это, они дают сразу много ощущений в теле. Because when people are, say, living in London or Moscow and they're very numb, they need something quite strong to feel. Почему это работает? Потому что люди, которые живут в крупных городах, там в Лондоне или в Москве, они, как сказать, лишены чувствительности. Да, и им сильное воздействие, чтобы почувствовать что-то. Interestingly, it's also why sadomasochism has become much more popular. What much more popular? Sadomasochism, like kinky sex. Значит, и интересно, что там в последнее время БДСМ становится все более и более популярной практикой. Okay, so there are some dangers in going for a strong practice, but usually beginners want something they can feel. И, конечно, в этом есть какая-то опасность, когда люди начинают сразу с какой-то сильной воздействующей практикой, потому что они начинают много чувствовать. Yeah. So the answer to the question depends. Well, who are they? What do they like? What do they want? То есть ответ на вопрос зависит от того, кто, в каком контексте и что ему нравится, да, что он хочет. Does that help? Помогло ли это, Жанат? I'm looking for other questions. Yeah, we have just a few minutes. 5 minutes and one more question. У нас есть 5 минут и один вопрос. I'm encouraging people to type the questions. Oh, you're here again. My battery recovered. Cool.
Интересно, что в основном вопросы, связанные с практикой эмбодимента. Может быть, есть какие-то вопросы, которые касаются ваших проектов и вас как людей, делающих проекты. For me, it's interesting that the most questions are about embodiment and embodiment practice. It's not about in purpose England, of it's all about projects marketing. and money. Everyone else is about marketing in England, Else, yeah. but no problem, you know. Maybe it's the sign for us what we do better. Oh no. Я вижу, что кто-то пишет вопрос. Пожалуйста, пишите. I see that somebody typing, and I'm waiting for this question. Can you be quick? Можете ли вы написать вопрос быстро? Очень целенаправленно. Too long. У нас действительно очень, такой жесткий тайминг, собственно, почти как обычно. Друзья, спасибо вам большое. Я признательна за то, что вы нашли время быть в прямом эфире. Те, кто будет смотреть нас в записи, оставляйте вопросы. Question. Yes. Is there some embodiment tips to find my own style in my brand for promo? Yeah, lots. So you want an authentic brand, right? Because it feels good for you, and the client trusts you more because it feels good for them. То есть вы ищете способ построить аутентичный бренд. So your brand is going to come out of your strongest embodiment. И ваш бренд должен как-то коррелировать с вашими наиболее сильными embodiment качествами. So I'm known, for example, for quite a fire and air brand. Например, бренд Марка известен как более такой огненный и воздушный. So I'm quite provocative, I'm quite creative, I'm quite almost aggressive in my brand. And that's what I'm known for. И как персональный бренд он креативный, провокативный, агрессивный, и поэтому и таким он известен. Yeah, and also making lots of jokes, talking about difficult subjects, you know. Также я много шучу, разговаривая о сложных темах. And this is great that this is my brand, because this is actually how I'm like. So I want people to come to my trainings who fit this. И это очень про меня, и я хочу, чтобы люди, которые приходят на мои тренинги, видели это. And the purpose of a brand is to turn some people off. И задача бренда на самом деле, в том числе, отсечь каких-то людей, чтобы они не приходили. Your brand should make some people vomit. Say it again. Your brand should make some people vomit. Ваш бренд должен, значит, это такая... And other people should... Very, very Walshy. Yeah, and other people should see it and get a big erection. Вот совет в очень духе бренда Марка Волша. Ваш персональный бренд должен заставлять каких-то людей блевать, а у каких-то вызывать стояк. So, but actually, this is not just my brand. This also applies to anything. Even if your brand is very soft and gentle and watery, you want some people to look at that and go, not for me. And other people to go, yes, definitely for me. Hello? Vilja, you just cut out. Okay, well, I'm not sure if the rest of you guys can still hear me, but it's currently time. It's 11 o'clock, so thank you all very much. And thank you all. Thank you to Vilja as well for making this program available in Russian. She made a brave and a cool thing with this, and you're very lucky to have her. She's very talented and knows a lot of cool stuff, so don't underestimate her.
I'm not sure if you can still hear me or not, but if you can, пока-пока.